Привет, друзья! Вы знаете, что не только полимерная глина присутствует в моем творчестве, но и эпоксидная смола, с которой мы дружим уже, наверное, лет так 8. Где-то несколько месяцев назад две моих подписчицы буквально там в одно и то же время написали мне и сбросили фотографию жидкой потали и спросили, что я думаю об этом производителе. Слушайте, но производителей много, почему я должна думать о ком-то? И тут же мне от подписчицы приходит ответ, ну как же так? Это же крымские производители. И я тут, как крымские производители, то есть мои земляки, получается, я посмотрела, они вообще в 80 километрах от меня находятся, а я о них знать не знала и слышать не слышала. В общем, собралась я и поехала к ним в гости. А знаете почему? Потому что продукцию, которую они создают, аналогов в России такой продукции не сыскать. Это жидкая поталь. Кто-то сейчас из вас скажет: о, жидкая поталь, чем нас удивить? Конечно, если это золото и серебро, то удивлять нечему. Но они производят 15 различных оттенков жидкой потали. И они с такими красивыми названиями. Мне, как коренной жительнице Крыма, эти названия прям и душу греют, и сердце. Сейчас я вам покажу быстренько, какие красивые у них пигменты, какие красивые жидкие потали и какие изумительные названия крымские. И белая полусладкая, и жемчужина Крыма, и звезды Массандры, и Крымская степь. Ну и дальше мы с вами уже рассмотрим все эти оттенки более подробно. Когда я приехала на производство, конечно же, я увидела огромное количество другой продукции. Это лаки, это краски, это сама эпоксидная смола, но, правда, ее тестовые образцы, я, конечно же, их взяла, уже часть протестировала, но на тестирование эпоксидной смолы, чтобы сделать правильные выводы и заключения, конечно, нужно время от 3 до 6 месяцев, чтобы проверить ее уже прям по всем параметрам. И в результате это видео получилось огромным. И знаете что, я разобью его на две части. То есть в первой части мы поговорим о жидкой потали, о пигментах и наполнителях и об эпоксидной смоле. А во второй части мы уже поговорим про краски и лаки и как это все дружит и работает уже непосредственно на полимерной глине. Сейчас я покажу вам небольшой улов, который едет со мной в мастерскую. Мы с вами это все будем тестировать. И я расскажу о каждом продукте и покажу его сильные стороны. Начнем мы, пожалуй, с жидкой потали, потому что это основное, зачем я туда ехала. Я хочу жидкой потали, много разной. Я ее буду использовать не только в работе с эпоксидной смолой, но и с полимерной глиной. Конечно, я не смогу все вам рассказать и показать в этом одном обзоре, но в следующих моих мастер-классах я буду обязательно использовать эти продукты и показывать их применение уже и с эпоксидной смолой, и с полимерной глиной. Сейчас я это все разворачиваю и хочу показать вам, какие невероятно красивые оттенки есть у этого производителя. Это краска на спиртовой основе, это краска из серии металлики. Название я вам уже говорила, что безумно красивое. Это вечерняя Ялта, это осенняя Евпатория, это агнитовриды, это крымская роза, южный берег, бархатный сезон. Ну и давайте я расскажу, где же я планирую применять эти краски. Кто работает с эпоксидной смолой в технике Resin Art, сейчас очень популярно это направление, и не только лицевая сторона изделия должна выглядеть аккуратной и красивой. Боковая сторона должна быть оформлена также аккуратно и не менее привлекательно, чем лицевая сторона. В этом нам помогает жидкая поталь. Она, еще раз повторюсь, на спиртовой основе, сохнет очень быстро. На боковую поверхность кисточкой наносится поталь, как правило, в 2-3 слоя. И самое главное, самое важное, что не нужно ее защищать никаким лаком. Даже если вы возьмете ацетон и попробуете ацетоном стереть поверхность, на которую нанесена эта краска, у вас ничего не получится. Вот такие вот заготовки у меня еще есть под серьги, и, как правило, когда у меня остается смола, я заливаю формочки и потом через время дорабатываю уже эти серьги. Работа всегда есть в мастерской, и когда у меня накапливается вот большое количество таких заготовок, я начинаю оформлять изнанку, начинаю оформлять боковую поверхность. Здесь вот под голубые заготовки я подобрала поталь
серебристого цвета, это звезды Массандры, по-моему. В общем, на сайте все эти оттенки есть. 14 оттенков, я немножко неправильно сказала, разогналась на 15, но надеюсь, что они сейчас сделают что-нибудь с лиловым или фиолетовым оттенком, моим любимым. На самом деле, такого ассортимента жидкой Потали нигде больше я не встречала. В основном, как я уже сказала, это золото, серебро. Также, покупая эту краску, вы можете спокойно ее смешивать с эпоксидной смолой. Краска растворяется, блеск остается. На самом деле не нужно большого количества этого пигмента лить, достаточно нескольких капель. Пигмент смешивается очень хорошо, дружит с эпоксидной смолой отлично. Поэтому, покупая жидкую Поталь, вы убиваете двух зайцев сразу. Во-первых, вы можете оформить боковую сторону, она будет у вас аккуратной, глянцевой. Во-вторых, вы можете спокойно эту жидкую Поталь вмешивать в эпоксидную смолу и уже делать заливку подстаканников либо подносов, работать в технике резин-арт. Вам не нужно дополнительно покупать никакие пигменты, никакие краски. Посмотрите, я беру всего лишь небольшое количество, можно еще даже меньше брать. Так как я первый раз беру, поэтому я думаю, возьму побольше и посмотрю, насколько смешивается. Но потом я поняла, что можно брать в 2 раза меньше количество краски, добавлять в эпоксидную смолу, и пигмент будет такой же насыщенный, блеск будет сохраняться. Где я использую еще эту подкрашенную эпоксидную смолу, именно этой краской, я использую, когда оформляю изнанку у сережек. Когда я делаю металлические крепления, затем я наношу эпоксидную смолу, подкрашенную Поталью, особенно если у меня на лицевой стороне где-то присутствуют нотки золота, либо таких каких-то перламутровых оттенков. Если я работала, допустим, с металлизированной пудрой, то как раз эпоксидная смола, подкрашенная жидкой Поталью, отлично будет смотреться, если вдруг ваша сережка перевернется в носке. Обратная сторона будет под цвет лицевой, и она будет такой же аккуратной. Плюс будут держаться металлические основы, которые мы вживляем в сережку. Посмотрите, какие красивые разводы остаются на поверхности. Вот это у меня уже другие заготовки, они еще не подсохли, это свежая нанесенная эпоксидная смола, подкрашенная жидкой Поталью. Посмотрите, насколько красивый эффект у этой краски. Так, про жидкую Поталь мы с вами поговорили, и еще ко мне в руки попали экспериментальные образцы эпоксидной смолы, назову это так. Поэтому пока они без названий, пока они без каких-либо обозначений, я только знаю, что нужно разводить эту смолу в пропорциях 10 к 6. То есть на 100 грамм смолы у вас идет 60 грамм отвердителя. Лучше все-таки разводить это с помощью весов, в крайнем случае с помощью шприца. Но лучше все-таки весы использовать. Как видите, оба компонента в баночках идеально прозрачные. Сейчас я их перемешиваю между собой. Я заметила, что когда я смешиваю, даже достаточно быстро, не образуется много пузырьков. Это здорово, это хорошо. Дальше, чтобы у нас равномерно смешались все эти компоненты, я все-таки переливаю их во второй стаканчик и еще раз перемешиваю для того, чтобы смола с отвердителем уже 100% растворились друг в друге и чистота эксперимента у нас была правильной. Так, смотрите, еще мне в руки попал вот колер такой, тоже без названия, мне дали это для того, чтобы я могла подкрасить эпоксидную смолу. Он очень жидкий, он на спиртовой основе, но это не краска металлики, не жидкая Поталь, да, которую я показывала в баночках, это просто пигмент, подкрашивающий эпоксидную смолу. Он достаточно жидкий, он всплывающий. Подкрасить, допустим, боковую поверхность сможете, но будет убегать, поэтому я не буду ничего про этот колер говорить, мне его просто дали попробовать. Еще у LuxArt много есть дополнительных глиттеров, блесточек, слюды, прозрачных сфер, очень-очень много всего есть на сайте, то есть дополнительные материалы для тех, кто работает в технике резин-арт и для тех, кто работает в технике декупаж.
и много листовой поталь. Конечно, мне хочется видеть листовую поталь не только в золоте и в серебре, у них большое количество различных оттенков, но это все золото и серебро. Хочется, конечно, видеть фиолетовые, красные оттенки, розовые. Мне сказали, что яркие оттенки, есть там свои особенности производства, это немножечко проблематично, но сказали, что подумают, потому что действительно тяжело найти поталь других оттенков. Я нахожу ее в магазине «Все для нейл-арта», но она в очень маленьком количестве продается, и буквально там баночку, которую ты покупаешь, и хватает на один подстаканник, больше не хватает. Сейчас я перемешиваю листовую поталь с небольшим количеством эпоксидной смолы. Ну а дальше я разливаю небольшие порции смолы, не подкрашенной, чистой смолы, просто в одноразовые стаканчики. И сейчас буду красить, вот смотрите, сейчас я колером крашу, пигментом, который мне дали. Вот смотрите, видите, уже сразу начинает всплывать. Блесточки, пигмент всплывает, но тем не менее, если я сейчас его перемешаю, оно все смешается, все будет однородного цвета, будут красивые такие золотистые разводы. Я не скажу, что чем-то отличается по цвету от жидкой потали, которая есть в баночках, просто по консистенции, конечно же, более жидкий. Вот сейчас я беру самый мой любимый цвет, я прям его ну так полюбила. Этот оттенок называется «Крымская роза», и я его буду довольно-таки часто использовать в мастер-классах, потому что мне он понравился больше всего. Он ближе к тем оттенкам, которые я люблю. И вот сейчас я его смешиваю с эпоксидной смолой. Вы можете видеть, что пигмент отлично смешивается, нет никаких разводов. Он входит во все слои эпоксидной смолы. Блеск остается, и он более густой, чем тот колер, который мне дали на пробу. И подкрасила небольшое количество эпоксидной смолы белым пигментом. Все, сейчас мы с вами начинаем заливать подстаканники. У меня стоит здесь задача, чтобы мы с вами попробовали эпоксидную смолу и протестировали поталь в работе. Дальше, конечно, я буду отслеживать эту смолу и смотреть, как она будет себя вести. Это месяца 3, возможно 6 месяцев на то, чтобы сделать более правильные, четкие результаты. Так, беру силиконовый молд для подстаканника. Сначала, как правило, всегда мы заливаем прозрачную смолу, затем в центр я укладываю смолу с поталью листовой, оформляем сердцевинку, ну пусть будет этот цветочек. Не знаю, я сейчас просто делаю то, что мне приходит в голову, я не продумывала никакую идею, как мне это все подкрашивать, как мне рисовать, просто будем с вами так экспромтом заниматься. Добавляю еще прозрачной эпоксидной смолы. Смола по вязкости, которую мне дали на пробу, она средней вязкости. Я не скажу, что она сильно жидкая или сильно густая. Для работы комфортная. Сейчас палочкой я распределяю эпоксидную смолу, чтобы она равномерно распределилась по всему подстаканнику, зашла во все углубления, во все неправильные неровные формы. И вот теперь беру белую подкрашенную смолу и начинаю рисовать цветочек. Делаю это все в произвольном порядке. Первый ряд лепестков нарисовала и пошел сразу второй ряд лепестков. Еще раз говорю, никакой идеи у меня задумки не было. Мы с вами тестируем смолу, листовую поталь жидкую, и потом еще с вами протестируем топпинг. Это сухие наполнители, я говорила, что их очень много на сайте, которые добавляются в краски, в лаки и также в эпоксидную смолу. Теперь смотрите, добавляю по краю эпоксидную смолу своей любимой жидкой поталью «Крымская роза». На сегодня это мой любимый цвет. Распределяем все равномерно, потом беру золото и еще тонкие полоски рисую золотом прям по крымской розе. Серединку сильно не затрагиваю, чтобы цветочек у нас там сохранился. Но вы всегда помните, если вы хотите разогнать вот этот темный цвет, вы добавляете прозрачной смолы, прям по центру льете, и у вас расходится, разбегается эта подкрашенная темная смола ближе к краям. Поправляю серединку с поталью и от белых лепестков, от их верхней части к центру провожу еще ровные тонкие полоски, как бы ограничиваю наши лепестки.
По краю еще наливаю прозрачную смолу, в общем, будем ее израсходовать всю. И у меня достаточно еще осталось подкрашенной смолы для того, чтобы залить второй подстаканник. Мы сейчас этим и займемся, потому что еще и листовой потали у меня тоже много в стаканчике. И вот как раз с листовой потали мы начнем. Я сейчас ее укладываю опять в центр силиконовой формы. И так как смолы с поталью много, я решила ее по краю еще распределить равномерно. И прохожусь по бортикам нашей силиконовой формы. Вообще техника резин арт — это всегда непредсказуемый результат в конце. Вроде бы вы сейчас что-то выкладываете, рисуете какие-то цветы, лепестки, пытаетесь сделать ровные полосы, а через сутки вы приходите и достаете уже застывшую форму из силиконового молда, и результат всегда непредсказуемый. Можно только догадываться, что там будет. И вот сейчас я взяла еще топпинг. Это декоративная зеленая слюда. Вообще в идеале, конечно, ее смешать с эпоксидной смолой, но я уже не стала переливать эпоксидную смолу в отдельный стаканчик. Думаю, ладно, разложу слюду рядышком с эпоксидной смолой и листовой поталью. Дальше налью прозрачной смолы поверх слюды и потали. Если видите, слюда сразу поменяла цвет, она намокла и стала темной. Вы должны это учитывать. То есть зеленого цвета практически не останется, слюда станет темной. Чтобы с обратной стороны не было дефектов в виде там маленьких дырочек, конечно, все-таки слюду лучше смешайте с эпоксидной смолой. Но у меня эксперименты, поэтому то, что есть в наличии, я прям все израсходоваю, все выливаю, все насыпаю, и будем потом уже смотреть, какой результат в итоге будет. Смотрите, осталась у меня подкрашенная смола, это с поталью жидкая крымская роза, и золотистый цвет, колер, который мы использовали в большой баночке. В общем, я сейчас это все выливаю и разливаю по центру. Сейчас израсходую всю эпоксидную смолу, которая есть, подкрашенная в чистом виде, с поталью, неважно. Нужно израсходовать все, и будем потом уже через 24 часа делать свои выводы по поводу этой эпоксидной смолы. Мы посмотрим, как она застынет, мы посмотрим результат. Поверьте, он всегда будет красивый. Но в технике резин арт я не знаю, что можно сделать, чтобы испортить хоть что-то. Это надо просто постараться, и то, мне кажется, все равно будет очень-очень красиво. Обязательно убираем пузырьки горелкой. И лучше пройтись несколько раз. Смотрите, еще вы смолу нагреваете, поэтому лучше раз горелкой пройти, потом дать ей немножко остыть и пройти второй раз, потому что вы нагреваете и можете сместить рисунок под воздействием напора огня, так скажем. Ну, на 24 часа мы оставили застывать наши подстаканники. Через 24 часа мы смотрим результат. Вот, смотрите, у нас первый подстаканник. Белой краски было достаточно много пигмента. Тем не менее, результат получился красивым. Мы еще с вами оформим боковую часть. И вот, смотрите, второй подстаканник. Вот здесь уже был просто экспромт. Мы с вами чего только не добавляли, чего туда не лили. В общем, все остатки, а в результате подстаканник получился лучше, чем первый вариант. Ну, по крайней мере, мне он больше нравится. Ну и вот мы дошли к тому моменту, где еще необходима жидкая поталь. Для того, чтобы прокрасить боковую сторону вот этих самых подстаканников, либо часов, либо подносов, либо палеток для визажистов. Сейчас очень большое количество различных изделий, которые делаются в технике резин арт, они сейчас популярны. Эта техника набирает только свои обороты, и без жидкой потали, без оформления боковой стороны, красивой, качественной, вам никак не обойтись. И мне никак не обойтись, поэтому я здесь просто беру и подкрашиваю боковую сторону кисточкой, аккуратненько. Я уже говорила, делала акцент на том, что в 2-3 слоя мы проходимся по боковой части и все это подкрашиваем. Лучше против часовой стрелки подкрашивать, то есть прокручивать подстаканник в руке, чтобы не пачкать уже прокрашенной части. Пока вы дойдете до того момента, где вы начинали красить, делать первый слой, у вас он уже подсохнет, и вы можете спокойно подкрашивать и делать второй слой, потому что краска на спиртовой основе сохнет очень-очень быстро. Если где-то вышли за пределы и подкрасили лицевую сторону, вытирайте
сразу же влажной салфеткой, потому что потом даже ацетоном вы стереть это не сможете. Будет очень проблематично, придется шкарябать. Какие я могу сделать выводы? С жидкой Потали я однозначно ставлю самую высокую оценку. Этот продукт поселился в моей мастерской, я буду работать с ним очень много и часто встречаться. А что касается эпоксидной смолы, здесь нужно еще, конечно, тестировать, здесь нужно проводить эксперименты, нужно посмотреть и взаимодействие и с ультрафиолетом. В общем, очень много работы по эпоксидной смоле и очень много наблюдений. Поэтому выводы по этому продукту я смогу сделать только месяца через 3, не раньше. В следующем видео мы поговорим с вами о лаках и красках. Пока я тестировала эпоксидную смолу, я параллельно тестировала и эти продукты, и уже есть первые выводы и первые мои заключения. Контакты на производителей этих чудесных материалов я оставлю внизу в описании под видео. Там будет ссылочка на сайт LuxArt и на их социальные сети. Ну и, конечно же, друзья, если вам понравилось это видео, поддержите канал лайком и комментарием, подписывайтесь. В общем, любая активность на канале приветствуется. Если вопросы остались, задаем их в комментариях. На сегодня буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр и до новых встреч.